чего вдруг Путину сдавать назад? Мы этот же вопрос задаем Христо Грозеву, расследователю, одному из наших любимых гостей, скажем честно. Надеюсь, что Христо нас видит и слышит. Привет, сейчас Христо. уже вижу. Привет. Здравствуйте. Рады тебя видеть. Спасибо большое, что согласился с нами поговорить. Мы знаем, что ты ужасно занят. Расскажи, что сейчас происходит в Мариуполе? Завод «Азовсталь», что там сейчас? Что там делает путинская армия? Какие у них вообще планы? Ну, планы мы не можем догадываться, какие у них планы. Мы знаем, что официально они отказались взять это путем того, что все ожидали, то есть путем реального вторжения на территории. Но то, что вот час назад было очень полное массированное бомбирование, бомбы начинали опять бросаться, это факт, и это я ожидал. То есть то, что Путин сказал, что не будем заниматься сейчас именно этим заводом, не означало, что не будут заниматься. Он означало, что просто он, видимо, не хочет тратить дополнительных ценных солдатов российских, потому что подсчет был, что примерно за каждого убитого украинского солдата там ему придется потратить 6-8 российских. Так что, скорее всего, следующий шаг именно бомбеж, который начинал. Если это не даст результат, то есть очень серьезная опасность, что будет применен всерьез химическое оружие. Простите, откуда у вас данные о возможности применения химического оружия? С какой вероятностью можно это утверждать? Во-первых, то, что уже было сделано несколько дней назад, там осталась не до конца уточнена эта информация, что, но по нашим данным, информация, что это была фосфорная бомба, она не доказана. И специалисты по таким оружиям считают, что все-таки то, что было сброшено, что выглядело как облако белого дыма, это очень похоже и по симптоматике, и по визуализации, то есть как это выглядит, именно тем же газом, которые были использованы ФСБ во время штурма театра в Москве. Поэтому вполне возможно, что это была попытка обезвредить членов полка Азов. И поскольку очень вероятно, что это уже было использовано, то есть вторая попытка, она будет, скорее всего, намного более мощная. Вот сегодня представители правительства украинского тоже подтвердили, что по их данным это очень вероятный выход. Скажи, пожалуйста, сейчас российская армия просто окружила Азовсталь и оккупировала Мариуполь, или они сейчас куда-то двигаются на запад Украины? Что там сейчас вообще происходит? Нет, движение на запад мы по крайней мере, не видели. То есть 4-5 часов назад такого не было. Здесь интересно посмотреть, не знаю, Георгий, ты читал ли анализ Гиркина, Стрелкова, который он делал именно по этим последним перестановкам российской армии? Я подписан на очень много трэш-телеграм-каналов, и я не успеваю все читать. Да, вот он трэш, который иногда стоит читать, потому что, во-первых, то, что ему нельзя отрицать, это какой-то боевой опыт, стратегический или нет. И тоже нельзя ему отрицать смелость, потому что он готов писать против Путина. И по какой-то причине его оставляют. Его анализ очень интересен, который вчера он выпустил. В принципе, он оптимистический, можно сказать, для нас, потому что он говорит, что то, что мы увидим сейчас ввиду какого-то передвижения в линии соприкосновения, которое мы будем видеть на Донбассе, это только тактически, оно не может быть стратегическим. И оно будет очень медленно и будет туда-сюда каждый день. А практически большого сдвига на запад не вписан вообще в этой второй части стратегии, которая сейчас выполняется. А вот каждый минувший день он увеличивает боевую способность украинской армии и создает возможность украинской армии открыть второй фронт, которого нету вообще в российской стратегии сейчас. Российская стратегия это ограничит фронт до одного, фронт на Донбассе, но если Украина реально откроет второй фронт, это будет вообще крах этой стратегии.
Христо, вы говорите о том, что есть какая-то стратегия, но, честно говоря, со стороны, мне, во всяком случае, не экспертом в этом вопросе, у меня складывается ощущение, что российские войска импровизируют, и у них нет никакого четкого плана. С другой стороны, у нас где-то маячит 9 мая, нужно обязательно будет провести парад, желательно в Мариуполе. Как это все соотносится? Российская армия успевает добиться хоть чего-нибудь, хоть одной из своих поставленных целей к этой дате? Ну, будет сделано все возможно, чтобы одной из этих целей было добыто, но здесь даже есть другая проблема, потому что это будет даже хорошо, если Путин сочтет, что одна из этих мини-целей будет ему достаточно к 9 мая. Но если одновременно с этим начинается социальное недовольство из-за того, что смертей намного больше, чем было обещано, вообще было обещано, что без смертей будет, но что они реально в десятках тысячах, все больше и больше из этих пропавших без вести членов экипажа крейсера Москвы будут, их родственники будут постоянно жаловаться, будут искать, что случилось. То есть, если это социальное недовольство ему будет казаться таким большим, что частичная такая победа не будет достаточно, то есть типа там Мариуполь, если это, скажем, условно будет, то вполне возрастает риск, что он попробует химическое оружие на Киев или даже ядерное оружие, то есть, что американская разведка тоже на прошлой неделе предупредила. Простите, но не должна ли в этом случае киевская сторона с помощью Запада дать какой-то ответ России и, возможно, перебросить военные действия уже на российскую территорию? Есть ли у вас предположения по этой части? Я сомневался, что это вообще реалистично, но после того, как сам Гиркин вчера сказал, что очень вероятно, что через месяц мы будем видеть реально вторжение, перенос военных действий с украинской стороны в сторону Белгорода и Курска, то я считаю, что это уже можно допустить. Простите, тут я должна... Простите, я тут должна уточнить просто, что Гиркин, также известный по фамилии Стрелков, это на самом деле военный преступник и одно из главных действующих лиц 2014 года. Во многом его, скажем так, команду обвиняют и в сбитии пассажирского Боинга MH17. Поэтому вопрос, он достоверный источник? Как вы можете подтвердить информацию, которую он сейчас распространяет? Может, это просто, не знаю, какой-нибудь там сумасшедший, который до сих пор ностальгирует по временам, когда он был главным героем всех новостей? Все это надо учесть. И, конечно, когда я читаю его, я учитываю то, что у него есть желание мстить Украине, у него есть желание мстить Путину, потому что ему не сделал его героя России, а других там сделал. Так что все это считаемся с этим. Но то, что движет Гиркина, это все-таки, во-первых, имперское чувство, поэтому ему признать, что Украина, которую он ненавидит, которую он всегда в кавычках пишет слово Украина, так называемая Украина, что Украина может иметь силу, чтобы ввести свою армию на российскую территорию. Вот в судебном процессе это называется аргумент невыгодной той стороне, которая его утверждает, и поэтому надо его принять. Понимаете? То есть, если даже он этого говорит, то, скорее всего, ситуация такая плоха для российской стратегии, что надо это взять в виду. Христо, мы все читали, не все, наверное, но многие хотя бы по заголовкам читали недавнюю статью Bloomberg о том, как принималось решение по вторжению в Украину. И, конечно, всем очень интересно, что сейчас, в принципе, у Путина, если не в голове, понятно, в голову ему не залезть, но в целом, как сейчас устроена его точка зрения. Он считает, что он проиграл эту войну или что его обманули его самые ближайшие военачальники. У тебя наверняка есть какие-то инсайды на эту тему, расскажи, что ты знаешь. Здесь даже без инсайтов, чисто аналитика, она показывает нам, во-первых, что он не может не видеть, что то, что ему было обещано и практически гарантированно не выполнилось. Ни внутриполитически пятая колонна в Украине, она просто пропала, потерялась там. Гомеопатическая какая-то появляется на уровне 10 демонстрантов в Мелитополе и все. А вот все эти, которые должны были выйти, взять власть, подарить ее Кремлю, но они пропали. Так что это же очевидно для него, что пятая служба ФСБ полностью его обманула.
вот взятие Киева, которое точно была часть первой стратегии, которая не удалась, ну, полностью оставили это как ну, отказались от этого. То есть это он понимает, что является огромной репутационной ценой для него самого, поэтому ему просто остаться при старой позиции и верить этим людям, которые ему обещают что-то новое сейчас, это невозможно, невозможно допустить. Инсайды тоже подтверждают это, что он уже никому не верит, что он пытается уже сам как-то принимать участие и давать инструкции. Вот сегодняшняя встреча, ну, которая была показная с министром обороны, где он дал инструкции, что делать, что не делать в Мариуполе, это, мне кажется, что она не только показная, он реально сейчас пытается сам участвовать и быть реальным главнокомандующим. Это будет очень интересно, новая стадия этой войны, в котором Путин сам уже не верит никому, а сам дает приказы. Хочется спросить у Путина, а что случилось, что ему из историка вдруг резко придется переквалифицироваться военачальником? Христо, был еще один вопрос. Вы сказали, что смертей в итоге оказалось больше, чем было ему обещано. Скажите, вот количество погибших ребят, которые не понимали, не представляли, куда они направляются, вызывает ли это какое-то недовольство в военных кругах? И может ли условный там генерал или сообщество генералов объединиться и выразить какое-то недовольство Шойгу? То есть могут ли они через голову условно Шойгу перепрыгнуть и донести свое недовольство Путину? Вообще есть вот хоть что-то похожее на недовольство и злость в российских военных кругах? Давайте опять аналитически подойдем к этому вопросу. То, что знаем, это что самая качественная, самая профессиональная часть российской армии, именно спецназовцев, десантники там, из Пскова, из других элитных десантских частей, она была реально потеряна. То есть большинство из этих людей, больше их нет. Это самая качественная часть военнослужащих в России, которые, кстати, были самые профессиональные даже с точки зрения соблюдения любых законов войны. Вот они не насиловали, они не убивали, но их уничтожили из-за плохой стратегии, из-за того, что неправильную информацию вообще была, неправильной информации построена стратегия. Вы представьте себе, может ли генералитет сейчас не жалеть тех очень качественных десантчиков, которые уничтожены из-за плохой стратегии, из-за плохой информации, которую ФСБ им подавала. Конечно, это будет создавать брожение. Дальше, есть второй эшелон, который пошел за ними, когда они были потеряны, это была какая-то микстура вагнеровцев и пенсионеров военных с очень хорошим опытом. Из них тоже как минимум 4000 потеряны, то есть это очень ценные кадры, которые часть из них вернули из Сирии, часть из Ливии. Практически это оставляет большую дырку, а эта дырка же связана тоже и с доходами, которые эти же генералы получали комиссионные за то, что эти частные армии работали под их командованием в Африке, в Ближнем Востоке. Так что, и могу так продолжать и дальше. То есть причин для очень большого недовольства среди генералитета есть, но кто виноват? То есть здесь вопрос, кто будет... Они же тоже должны понести большую часть вины из-за того, что они согласились с этой стратегией и не сказали, что вот Киев нельзя взять, поэтому нельзя десантников наших туда бросать, потому что они будут уничтожены. Так что я думаю, что сейчас идет взаимное обвинение, идет взаимное недоверие, подставление, то есть внутри генералитета есть один поставляет другого, внутри ФСБшников то же самое, и, скорее всего, это основной процесс, который сейчас идет. Христо, скажи, пожалуйста, вот сейчас такая есть распространенная точка зрения, и, признаюсь, мне тоже она кажется достаточно претендующей на истинность, что на самом деле то, что сейчас происходит, это событие, война, я имею в виду, связанная с тем, что было до этого.
разгоны оппозиционных СМИ, фактически запрет на митинги, естественно, попытка убийства Навального, разгон Фонда борьбы с коррупцией, ну, как юрлица, естественно, я имею в виду. Что, по-твоему, вот эти вот годы репрессий, они были для Путина подготовкой к войне, или это просто все-таки такие события, не связанные напрямую друг с другом, а Путин решил начать войну буквально в последние месяцы? Это абсолютно связано, и здесь мое мнение, что война даже не была конечной целью, она была одним из решений другой цели, которая у него есть, а именно превращение вообще Россию в армию. Это, кстати, не мои слова, это слова одного из наших инсайдеров, из силовиков, которые год назад, кажется, да, буквально год назад, в прошлом марте, сказал, что есть этот план к марту этого года, 2022 года, превратить Россию к Северную Корею 2.0, полное контролированное армией общества. Без интернета, без свободных СМИ и так далее. Он тогда нас предупреждал, что предупредите всех своих коллег-журналистов, лучше убираться отсюда, потому что будут арестованы. Так что это одно целое. Здесь, скорее всего, такая взаимосвязь между этими событиями даже видно тем, что в прошлом году, кстати, это не моя теза, это тезис Рома Доброхотов, надо его спросить в следующий раз, когда будет в эфире, что вполне возможно, те учения, которые мы видели еще год назад рядом с украинской границей, они же были и возможным планом для вторжения еще тогда. Но этого не случилось, это не получилось, потому что Алексей Навальный вернулся. И из-за этого появились слишком много новых фронтов на домашнем фронте. То есть надо было Росгвардии послать на улицу, чтобы арестовать десятки тысяч людей. И нельзя было эту же Росгвардию, которая, как видим по уже состоявшейся стратегии в этом году, послать в Украину. Поэтому вполне возможно, что еще в прошлом году готовилась эта война, но события внутриполитические, они ее отложили. С другой стороны, невозможно было Путину начать этой войны, не расчистив поле внутриполитического от свободных СМИ, от протестирующих и так далее. То есть все абсолютно связано, я могу сказать. Здесь единственный вопрос: война была целью или средством для него? Христо, тогда такой вопрос, как вам кажется, человек с бэкграундом Путина, может ли он быть толковым военачальником? Сможет ли Путин при личном участии как-то кардинально поменять на развитие войны? Путин может на протяжении дней или неделю как-то скоррегировать очевидных ошибок, которые для вас и для меня уже очевидны. Например, то, что он сегодня, возможно, дал приказ остановить атаку людьми, именно войсками на Азовсталь, это и обычному человеку тоже кажется логичным. Потому что первый вопрос: сколько мы потеряем для того, чтобы 1000 азовцев мы уничтожили? Мы потеряем 7-8 тысяч. Нет, тогда нельзя. Вот такие корректирующие действия, они могут быть правильными. Но ему строить новую стратегию, то есть какую стратегию вместо той провалившейся, абсолютно невозможно. Он не может этого делать. Вот почему говорю, давайте через неделю посмотрим, какие будут вот эти новые стратегии, которые появятся, потому что чем больше он лично участвует после этих первых дней, когда просто закрывает дырки, то тем хуже будет для стратегии. Хочется сказать, что если Владимир Путин будет таким же военачальником, какой он историк, или какой он эпидемиолог, особенно историк в конце, да, видимо, эта война закончится раньше, чем мы думаем, или закончится примерно так, как мы думаем. Спасибо большое. Христо Грозев, расследователь. Договорились, что через неделю обязательно еще раз услышимся с вами в эфире.